Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале. Выехал в лес, взял с собой металлоискатель. Кто постоянно смотрит мои некровлоги, недоблоги, тот помнит, что в лесу я находил летом какой-то сброс, то есть пожарная полоса старая, трактор спахал. И там в ней я находил какие-то железки, пальцы от раков, медяху находил. Сейчас еду туда. Вчера туда ездил, проводил заодно разведку, хотел забрать стул, который я находил во овраге, валялся. И представьте, друзья, его кто-то взял. Не знаю, может, тоже меня кто-то смотрит. И взяли по типу, как у Планеты Железяк. Вот эту рельсу утащили. Но, блин, летом его вообще не было видно там во овраге. Еле даже я заметил. Кто-то, в общем, взял. Ну ладно, не беда, хрен с ним. Там стул этот, может, весил 3,5 килограмм. В общем, ничего не меняется. У меня так постоянно что-нибудь нахожу, оставляю на год, через год, возьму потом как-нибудь. В общем, диваны свистнули, стул телефон навернулся. И вот это вот даже... И то отвалилось. Телефон, к большому сожалению, так и не работает. Ну, он работает, точнее, кнопки не работают. Видимо, шлейф сгорел. Хорошо, хоть камера включается, камера работает. Остальной сенсор полностью рабочий, но выйти из камеры я не могу, только нужно перезагружать телефон, чтобы выйти в основное меню. Но там тоже делать нечего, так как кнопки выхода никакие не работают. Хорошо, хоть работает камера, продолжаю на него снимать. Все, друзья, всем приятного просмотра. Сейчас доедем до места и уже посмотрим, что удастся там найти. Забыл зарядить телефон, но на этот коп нам хватит этого заряда. Все, друзья, доехал. Вот это место. Чуйка у меня на полную. И пока ехал сюда, нашел вот такой вот, увидел в грязи, в луже, такой вот медный провод. Тоже его забрал. Все, друзья, начинаем копать, искать. Надеюсь, что-нибудь да найдем. Решил включиться на первые находочки. Пока сюда шел от велосипеда, здесь просто все пищит. Место какое-то слишком мусорное. Вот она. Старая полоса пожарная идет, уже вся заросшая. И вот первые находки. Вот латунь попалась. И куча всякого мелкого черного металла. Вот это на поверхности лежало. Здесь какие-то вкладыши. Вот поршневые. Откуда это все, я вообще понять не могу. Пружины всякие. Вот даже уши, наверное, от каких-то траков, что ли. Это, наверное, фара была. Вот, всякое железо мелкое попадается, цепи. Вон, спрессованные уже все, заржавевшие все. Продолжаю, в общем, копать. Посмотрим, что будет дальше. Пока вот одну ямку разрыл здесь. Ну так, более-менее пищит. Туда пока в ту сторону продвигаюсь. Второе включение, наверное, прошло где-то 10 минут, как я сюда приехал. Вот такие вот еще нашел. Алюминиевые, судя по всему, штуки. Не знаю, что это такое. Вот еще одна. Где-то еще латунные детали, или даже вот это вот, наверное, скорее всего, медь. Вот, электротех. Еще где-то тут медяшку находил. Вот такие еще две поршневые достал. Куча вот таких вот всяких колец. Вкладышей вот таких вот. Здесь просто захоронено. И реагирует металлоискатель на что-то вот подобное. Вот это вот от аккумуляторов здесь куча вот таких вот ошметков от корпусов. И попадаются вот такие вот какие-то штукенции, вот, нет, вот такие вот, типа, как бы похожие на уголь. И на него иногда реагирует металлоискатель. Также тут вот плитка какая-то, то ли что-то я не пойму вообще, что это такое. В общем, реагирует металлоискатель, пищит, грубо говоря, на все. А вот это вот то ли электролит, то ли свинец, разложившийся в земле. Вот, смотрите, что с ним стало. Наверное, электролит, мне кажется. Опять делаю небольшое включение. Вот мои супер скудные находки по меди. В этот раз силовые клеммы не попались, к сожалению. Вон еще свинец нашел, сеточку. Тут, короче, один мусор, одна мелочь. Одни болты, одни гайки попадаются. Вот уже тут все позакапывал. Сейчас вот тут вот прохожу и, наверное, хватит с этого места, так как здесь просто мусорка. Вот, мусор пока отдельно откладываю. Сейчас, наверное, это все в одну сумку поместится, а это с собой заберу и выкину. Не буду закапывать, что выкопал. Вот сюда все собрал. Ну, вон туда вон еще загляну, там тоже пищит металлоискатель. И вот тут вот, мне кажется, тоже сейчас что-то попадется. Ну, такой по мелочи. Крупника, к сожалению, пока вытащить не удалось. В общем, друзья, включений было мало из-за того, что попадался, грубо говоря, откровенно
всякий хлам, всякий мусор. Вот, вроде вот такого вот всякого гнилья. Вот, ну что это? И, короче, сейчас вот такие вот находочки пошли. Вот, какие-то шестерни. Уже собрался уходить, так как думаю, ну все, вот это место прочесало, я больше ничего нет. И вот сейчас здесь дорога, вот видно, иногда машины проезжают. Попалось вот, показывал, что уже попалось. И вот такая вот проставочка какая-то, нормальная такая. Ну, где-то, может, грамм 700, мне кажется, так, вот где-то 800. И, короче, вот, попалась колодка, походу. Ага, вот, кусок колодки. Прям в дороге зарыт. А там одна мелочевка оказалась. Сейчас еще вот так вот пройдусь. Но мне кажется, все равно больше таких находок не будет, так как пищит. Плохой сигнал, даже вот на эту был не особо сигналил, но как-то так. Ладно, это можно и так загрузить. Сейчас еще пробегусь вот так вот. Ну, туда, может, залезу. Блин, выезжать собрался уже ведь. Последние находки на этом месте и собираюсь домой. Все, уезжаю. Вот такую пластинку еще нашел. Вот что удалось с этого места насобирать. Ну, килов 10, я думаю, здесь выйдет. Хватит ковыряться. Здесь без толку. Одна мелочевка идет. Один мусор. Сейчас еще возьму вот этот хлам. Хоть какая-то польза будет от сегодняшнего копа. И поедем с вами на другую точку. Вчера по разведке я заметил в лесу новое место. Поедем туда. Не переключайтесь. Итак, сундук, конечно, с медью выловить там не удалось. Но хотя бы душу успокоил. Пробил местность. Все проверил. Килограмм 20 точно есть, пока сумку закидывал в корзину. Очень тяжелые мелочи, 20 килограмм уже надыбали. Уже выбрался на другую окрестность, пригнал свой металловоз. И, честно сказать, друзья, я очень сильно расстроен. Прямо очень сильно расстроен. Я думал, в этом краю поселка обстоят дела гораздо лучше. И в этом краю нет такого мусора, как в другом краю. Но я сильно ошибался и дико заблуждался. Здесь срут, мусорят не хуже, чем у нас. На эту местность я наткнулся, когда ехал забирать стул. Сейчас возьмем вот эту корыту и в нее начнем грузить всякую мелочевку. Я уже здесь так немного прошелся тогда, когда был на велосипеде. Сейчас вот в эту корыцу грузим. Взял с собой кое-какой инструмент, 2 мешка. Первый металл уже есть. Он, конечно, не такой тяжелый, как может показаться кому-то. Но мы вывезем любой мусор, вывезем любой металл. Пишите, звоните в любое время по вашим заявкам. Сейчас немного проедемся вот до сюда. Тут тоже свалка, есть всякая мелочь. Начнем вот отсюда расчистку, зачистку. И потом уже двинемся сюда. Я думаю, одним выездом здесь не обойдется, так как вон там любимые мои диваны уже, я заметил, они наверху вон лежат, придется распарывать. Там вообще яма. Здесь вот трактор, может, с дороги сдвинул, но почему-то в яму все не задвинули. Это уже вопрос на засыпку. Вот масляный фильтр тоже забираем. Вот и медяшка попалась. Небольшая. Тут какая-то сантехника валяется, но латунных прибамбасов не выкинули, к сожалению. Вот еще алюминий. Опять какой-то мини-диван попался. Забираем. И тут в лесу какая-то опять чищенная кожура валяется. Ну неужели вот нельзя выкинуть это было все в баке? Здесь на ней есть такая фольга алюминиевая. Но я это все, наверное, забирать нафиг не буду. И выбирать здесь сидеть ничего не буду. Она того не стоит. Здесь вот какой-то мешок лежит, я заметил. Вот с такой вот черепицей полный. Блин.
Еще одна находка. Но какой-то он легкий. Такой вот диванчик от какого-то автомобиля. Но он, блин, вообще легкий. Фиг его знает даже. Брать его, не брать. Ну, блин, брать-то возьмем, конечно. Не знаю, только сейчас или во второй раз, когда приедем. Алюминий. Ай, ну и жесть, это просто какой-то ад вообще. Вот этот вот диван. Здесь по краям нормально все отходит. Вот на этих боках шляпки, полностью гвозди просто были утоплены в фанере вот в этой. Я там не знаю, сколько времени провел. В общем, готовая сетка. Там еще вон видно раз, два дивана, но они завалены, я даже туда не полезу. Нафиг оно пошло бы. Здесь вот еще одна сетка, тоже также под завалами, ее вообще никак не вытащить. Вот этот вот вытащил, он здесь торчал, вон от него. Матрасы полностью готовы к транспортировке. В яме здесь вообще ничего интересного нет. Один мусор, пылесос там он разбитый лежит, один пластмасс. И здесь какой-то тоже аппарат нашел, он никакой медяхи нет. Так вот кое-какие там железки собрал, не знаю что такое, потом посмотрим, там вроде шильдик как был. Все, друзья, выдвигаем сейчас вон туда, там еще что-нибудь посмотрим. Какая-то тоже там помойка из авторазборки. Сейчас глянем. Еду, друзья, домой, дорога дальняя. Вон ствол торчит, упало дерево. Еще всякие ветки задеют. Вот за вот эти вот висячки по краям. Какой-то металл нашел. Тоже докинем. Веревку я с собой никакую не взял, чтобы вот эти пружины пополам сложить и завязать. Приходится ехать так. Дорога, конечно, не ближний свет. И к чему все это включение? Мне человек в предыдущем видео написал: все-таки тебе нужен мотоблок, чтобы ты на нем потихоньку ползал по лесу, так будет намного удобней. На дальнее расстояние можно будет отъезжать, чтобы ты не пыжился со своими тачками, повозками. Друзья, я с вами полностью согласен. Мотоблок, конечно, нужен, но сейчас деньги уходят совсем на другие нужды. Также еще мне нужно поесть, попить. Самое главное, на таблетки отложить. Человек пишет, что можно за 30 тысяч где-нибудь с Озона урвать там или еще где-нибудь найти мотоблок. Можно. Я не знаю, сколько у нас в магазинах, даже не смотрел. Может, вот как-то поеду, посмотрю, сколько в магазинах у нас самые дешевые стоят. Озон у нас сюда не доставляет. В мою попу мира доставки никаких Озонов вообще не существует. И в перспективе на будущее вообще не ожидается. Это раз. Во-вторых, у нас тележки продают для мотоблоков. Вот угадайте цену, сколько стоит такая тележка для мотоблока готовые. 25 тысяч. 25 тысяч за тележку, которая, блядь, у нее кузов идет не то, что вот вместе с крылом, с подкрылком, как от обычной вот легковой машины кузов. У нее идет кузов, блядь, извините за выражение,
Подкрылка идет отдельно, а здесь вот идет вот такой вот ящик узкий. То есть у нее выходит кузов, не кузов, а как самодельная люлька у мотоцикла. Это что за кузов такой? Стоит 25 тысяч. Какая-то сраная тележка стоит дороже, чем мотоблок. Опять очередная тема для размышления моих подписчиков. В общем, пишите, что вы думаете по этому поводу. Но это, блядь, это лютый пи***ц. Все, друзья, товарищи, я немного отдохнул, двигаюсь дальше домой. Увидимся с вами на подведении итогов. Давайте кратко пробежимся по итогам сегодняшнего поиска. Озвучка сегодня закадровая, так как рядом работал то электрорубанок, то болгарка. Давайте сразу взвесим обе сетки. Сетки потянули на 12,5 килограмм. Черный металл, оцинковка. Пластина оказалась не нержавейкой, магнитится. Тоже летит чермет. И вот еще остатки от этого 650-ваттного тостера фирмы Zanussi. Кусок медного провода можно еще забрать. А это черный металл. На том же месте попался старый выключатель и часовой механизм. Забрал еще вот такое донышко от тройника. Тут пара латунных контактов. Алюминиевый флакон. Вот такие две штуки еще попались на копе алюминиевые. Две трубки из алюминия и плюс еще два флакона. Кольца из латуни. Вот эта часть тоже латунная или бронзовая. Немного готовой меди. Куски медных проводов с медной оплеткой. Быстро пройдемся по выкопанной мелочевке. Вот такие весомые мелкие детали попадались. Шестеренки, поршневые, части шатунов попались. Вот чуть поменьше размером есть. Куча вкладышей различного размера, болты, гайки, ну и прочий всякий шмурдяк. Давайте посмотрим на его вес. 6,5 килограмм. Следующая партия выкопанного железа. Здесь также увесистая мелочевка. Сначала думал, это ухо от трака, но нет. Это совсем какая-то другая запчасть. Опять пара поршневых. Самих алюминиевых поршней, к сожалению, найти не удалось. Неплохая проставка. Здесь всякие пластины толстенькие. И захватил всякое такое непотребство, которое уже почти сгнило. Вот в ведре еще остатки. А вес всего этого практически 9,5 килограммов. Сейчас еще посмотрим вес вот этой рухляди и вес найденной колодки. Плюсом 3 килограмма 800 грамм. Хлам со свалки, чтобы его не разбрасывать, укомпоновал. Что-то полезло в ведро, другую часть засунул в корыто. В ведре 3700. Само это корыто я взвешивать не стал. Честно вам признаюсь, мне было лень. Не хотел тратить время, искать чем подвязать, чтобы зацепить ее весами. Руками поднял, около 10 килограмм тут точно будет. И вот такой ассортимент алюминиевых банок сегодня притащил из леса. Кому понравилось данное видео, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал. В следующем ролике поедем на коп. Часом меня уже достали эти всякие свалки. Всем удачи, друзья. Надолго не прощаюсь.